хотим оставить время для ваших вопросов. Поэтому я думаю, что минут 40-45 наши коллеги будут показывать презентацию. И если по ходу у вас будут возникать вопросы, вы их, пожалуйста, пишите в общий чат. Мы обязательно их зачитаем и ответим на эти вопросы. Я тогда передаю слово нашим коллегам. Well, good morning, everyone. Like Julia said, I'm Willa Crolius. Всем доброе утро, меня зовут Уилла Crolius, как уже Юлия сказала. And I'm Gabriela. Меня зовут Габриела. And we're from the Institute for Human-Centered Design, an international educational nonprofit focusing on this idea of human-centered design. И мы приехали из международной некоммерческой образовательной организации Институт дизайна, ориентированного на человека. And with that, I'm going to pass it over to Gabriela to dive right in. Right, I'm going to bypass the section about our laws and guidance and jump right into making the case for inclusive design. Я пропущу сегодня часть презентации, посвященную законодательным актам и стандартам, которые есть в США на тему прав людей с инвалидностью, и сразу перейду к инклюзивному дизайну. We, in the States, we need to really think beyond the codes and guidelines, because that's really just a baseline for what we do. It doesn't really enhance the environment, it just makes sure that everyone with a disability can participate. Я пропускаю эту часть не случайно, потому что в США мы считаем, что вот все требования по нормативам, по каким-то стандартам строительства и так далее, это минимальный уровень, который на самом деле далеко не всегда обеспечивает чувство комфорта и доступности среды для людей с самыми разными способностями и возможностями. So we need to consider things such as social sustainability. Поэтому очень важно думать про такую вещь, как социальная устойчивость. We need to make sure, all of our environments work for those who are aging. We need to make sure they're healthy environments. Мы должны быть уверены, что все то пространство, которое мы создаем, оно подходит, например, для людей, когда они становятся все старше и старше. For instance, clean air and healthy environments where there's no smoking, that enhances the environment and it helps those who might have asthma and other health. Также мы должны убедиться, что мы создаем здоровое пространство, способствующее здоровому образу жизни. Например, если мы исключаем курение в общественных местах, мы понимаем, что тем самым создаем благоприятные условия для людей, например, с астмой, которые до этого не могли находиться там, где накурено. And of course, global aging is the #1 catalyst around the world. In the U.S., museums are consistently competing to lure in retired seniors who have money to spend in the museums and have the time to visit them. И, естественно, одна из самых распространенных ситуаций, да, это процесс старения по всему миру. Люди с возрастом, у них меняются их возможности, их способности, и музеи все больше внимания обращают именно на эту категорию граждан, потому что у людей появляется время, после того, как они выходят на пенсию, посещать различные учреждения культуры, и нужно, чтобы они были для них удобны и доступны. The aging population also can benefit from all those things that we do for individuals who have disabilities. И на самом деле все те приспособления пространства и каких-то продуктов, которые мы делаем для людей с различными формами ограничений возможностей, они точно так же подходят и для людей старшего пенсионного возраста. And of course, disability is another catalyst. Two very important reasons: aging and disability, to ensure that cultural venues are designed thoughtfully. И вторая особенность, которую нужно учитывать, есть люди с разными возможностями, поэтому вот это две категории граждан, люди с различными возможностями и люди пенсионного возраста, про которых мы всегда должны думать, когда мы делаем какое-либо мероприятие или строим какое-либо учреждение культуры.
In the States, our four most common reasons for disabilities are arthritis, back problems, heart disease, and respiratory disease. Если мы говорим про США, то самые частые причины функциональных ограничений взрослых людей в США – это артрит, проблемы со спиной, заболевания сердца и заболевания легких. And these aren't always apparent disabilities, but they benefit from things such as door handles and, not having steps throughout the environment, things such as that. И не всегда вы можете увидеть, как проявляются эти проблемы со здоровьем, но люди, у которых они есть, точно так же будут гораздо спокойнее и комфортнее пользоваться средой, где, например, нет ступенек или где удобны ручки у дверей. Brain-based conditions are also on the rise, which makes it imperative that our environments are intuitive and understandable, that you can get through the environment, that signage is good, that color contrast is good. И еще очень важно принимать во внимание различные проблемы мозговой деятельности, и именно поэтому пространство должно быть интуитивно понятным, навигация должна быть очень понятной, должны быть правильные указатели, правильно использованные контрастные цвета, и от этого выиграет огромное количество людей. Cognitive variations are the most prevalent types of disabilities for children in the U.S., being anything from learning disabilities, emotional disturbances, autism, developmental delay. So again, how you create environments for children in museums, that they're intuitive when they're interactive, is also very important. Самый распространенный вид инвалидности среди детей в США – это различные формы когнитивных проблем. Здесь могут быть различные формы аутизма и проблемы в процессе обучения, и всевозможные другие интеллектуальные нарушения. Поэтому очень важно, опять же, чтобы пространство учреждений культуры, музеев содержали интерактивные элементы, были интуитивно понятными и могли учитывать потребности детей с такими особенностями. So basically, cognitive variations, that population of individuals is larger than those with all physical and sensory disabilities. На самом деле людей с когнитивными особенностями гораздо больше, чем людей с физическими и сенсорными ограничениями возможностей. Vision loss is also a major factor when considering design. An important design element is lighting in environments. Также очень важно учитывать проблемы со зрением, у которых очень широкий спектр и который тоже очень сильно влияет на восприятие людьми окружающего пространства. В первую очередь это касается вопросов освещения. 8.1 million Americans over 40 have a vision difficulty. It's probably a similar statistic around the world. And it only gets worse as you age. So the older you are, the more seniors who come to the museums, the more important that we really focus on lighting and signage and that it's legible. В США по статистике примерно 8,1 миллиона человек старше 40 лет испытывают те или иные проблемы со зрением, и по мере взросления и старения, естественно, эти проблемы только увеличиваются. Поэтому так важно учитывать вопросы правильного освещения, правильного расположения различных знаков, табличек и подписей в музеях и в других учреждениях культуры, потому что старшему населению тогда будет понятно, и вообще они смогут считывать эту информацию. So vision loss ranges from various things. There might be macular degeneration, which in general, magnification, high levels of illumination will assist in reading other near vision tasks, but this is sort of how it would appear if you had macular degeneration. И вот я хотела бы показать, как влияют различные проблемы со зрением на восприятие. Вот, например, дегенерация желтого пятна, на этих фотографиях показано, как она искажает картинку, да, и, естественно, при такой проблеме со зрением очень важно достаточное количество освещения, потому что это может помочь воспринимать лучшее изображение. And this is how it would appear with cataracts. Вот как влияет катаракта на восприятие картинки. And this is vision loss with diabetic retinopathy, which is a single
largest cause of visual impairment among those of working age. Диабет – это одно из самых распространенных нарушений среди людей еще работоспособного возраста в США, и вот так влияет диабетическая ретинопатия на восприятие изображения. And color blindness as well, it turns everything into black and white, which is really important when you consider websites as well and your signage. On websites, a lot of people highlight important information in color as well as on signage, and to consider what you do with color is important. В случае цветовой слепоты теряются все цвета, воспринимается изображение черно-белым. Это очень важно учитывать также в дизайне веб-сайтов. Это очень важно учитывать при выделении какого-то текста или каких-то фрагментов текста цветом, при написании табличек, подписей, знаков в учреждениях культуры. And of course, hearing loss. 26.7 million Americans over 50 have hearing loss. And this doesn't count what our up-and-coming generations have. I know I have headphones in my ears pretty much most of the day, either talking on the phone, listening to music, and this is really going to change things down the line. So designing with appropriate acoustics in environments and quietness in quiet areas is very important. Еще одна распространенная проблема в США – это потеря слуха или проблемы со слухом. Они возникают у 26,7 миллионов человек в возрасте старше 50 лет. И я думаю, что у нашего подрастающего поколения вообще будет совершенно другая картина, потому что они очень много пользуются различными устройствами, они постоянно ходят в наушниках, они постоянно что-то слушают, музыку, они разговаривают по телефону. И вообще очень важно учитывать вот не только проблемы со слухом старшего населения, но и вот эти новые привычки нашей молодежи в организации пространства, в планировании акустики и организации каких-то уединенных тихих мест. So basically, to recap, inclusive design attempts to address the three broad categories of functional limitation: physical, sensory, and brain-based. Если говорить в общем, то универсальный дизайн старается учитывать потребности людей с тремя категориями ограничений: физических возможностей, сенсорных и когнитивных или нейробиологических. Another way to look at it is the definition from the World Health Organization, and this says that disability. Другой способ посмотреть на это — обратиться к определению Всемирной организации здравоохранения, которая определяет инвалидность следующим образом. And that disability occurs in the interaction between a person, his or her functional ability, and the environment itself. Согласно этому определению, инвалидность проявляется во взаимодействии человека с окружающей его средой. И какие-то ограничения возможностей возникают именно в силу хорошего или не очень удачного взаимодействия с окружающей средой. So basically, a cultural institution, be it theater, museums, its potential visitors include all these people: people who are blind, low vision, deaf or hard of hearing, who have a physical limitation, learning difficulties, mental health conditions, unapparent disabilities. И когда мы думаем с вами о потенциальных посетителях любого учреждения культуры, будь это музей, театр, опера, галерея или еще что-то, мы должны помнить, что среди них могут быть люди, которые не видят, которые не слышат, у которых есть когнитивные особенности, у которых есть проблемы с физическим передвижением в пространстве. То есть это очень широкая категория людей. But if you only design for that middle group, for those folks who don't have a disability, then you're missing a whole lot of people. И если мы, проектируя пространство или создавая какое-либо мероприятие, будем думать только о обычных людях, у которых нет никаких видимых нарушений, то мы оставляем за бортом огромное количество людей. So another way to look at this for us, going beyond our laws, is to think about universal design as a concept, core concept to inclusive design. И поэтому мы
считаем, что универсальный дизайн является вообще ключевым для того, чтобы дизайн был инклюзивным. This is a way to go beyond our legal responsibilities in the U.S. and attempt to think about things with a different framework. И попытка применения универсального дизайна – это попытка сделать гораздо больше, чем требуют минимальные какие-то стандарты и регламенты по законодательству США. So it's a framework for the design of places, things, information, communication, and policy that focuses on the user, on the widest range of people operating in the widest range of situations without the need for special design. Универсальный дизайн или инклюзивный, или дизайн для всех – это система дизайна различных мест, помещений, вещей, подачи информации, способа коммуникации, отношения к пользователю, да, то есть политики, которая в первую очередь думает о пользователе с самым широким спектром особенностей и возможностей. И благодаря тому, что все продумано заранее, не нужно создавать для отдельных категорий граждан какие-то специальные отдельные приспособления. So basically, the difference between, to us, universal design in relationship to accessibility is that universal design begins on a floor or a baseline on top of accessibility. So you have your baseline of accessibility requirements, and then universal design builds on top of that. Если сравнивать универсальный дизайн и доступность, то я бы сказала, что доступность – это фундамент для того, чтобы говорить об универсальном дизайне. То есть доступность по минимальным требованиям различных норм и законодательства – это почва, на которой дальше уже можно говорить об универсальном дизайне и продумывать какие-то вещи дальше. It anticipates that real diversity of functional ability across society, and it assumes that solutions that work for people on the fringes also work better for everybody. Универсальный дизайн предполагает, что если мы посмотрим на наше общество, мы увидим, что у людей огромная вариация возможностей и способностей. Поэтому если мы посмотрим на границы этого спектра, да, и создадим что-то, что работает для людей вот на как бы крайних точках этого спектра, это также будет работать для всех тех, кто вообще составляет наше общество. In 1997, about 5 years after our laws, the ADA was passed, a group of designers in the U.S., educators, as well as people with disabilities, got together and came up with these 7 principles that they thought, if we thought about each one, would create a better environment for all. В 1997 году в США, это было примерно чуть больше 5 лет спустя после выхода закона о правах людей в Америке с инвалидностью, группа дизайнеров, людей из сферы образования и людей с инвалидностью встретилась, собралась вместе, и они разработали 7 принципов универсального дизайна, применение которых помогает создать идеальное пространство. So the first equitable use is that the design is usable by people with diverse abilities. Первое – это равноправное использование. Дизайн должен быть продуман настолько, чтобы им могли пользоваться люди с самыми разными возможностями. As an example, it's when renovations occur, making seamless entries, automatic doors. It's having spaces around buildings that are, easy to access and easy to move chairs. The middle picture shows a location that's a little outdoor eating area outside of a museum, and you can get around very easily. You can get up to the counters. Что это подразумевает? Равноправное использование, особенно это можно применять в случае реставрации или модернизации уже существующих зданий, подразумевает создание бесшовного, легко доступного пространства на входе, использование автоматических дверей, использование пространства вокруг здания, так чтобы действительно хватало места для передвижения. Вот посередине фотографии одного кафе и музея, где есть достаточно большая зона для того, чтобы поставить столы, стулья, попить кофе, и вся мебель там передвижная, то есть ее можно скомпоновать так, как удобно. The image on the left is of the Dollar Museum in St. Petersburg, Florida,
And it's a beautiful, accessible entrance. And when you approach it, you don't think about it being a ramp because it's welcoming and it's beautiful and it's art itself. Справа приведена фотография из музея Дали в Санкт-Петербурге по Флориде, где очень грамотно спроектирована территория перед входом в музей. И на самом деле этот вход, он сам из себя представляет некое произведение искусства, там нет никаких уродливых пандусов, там очень красивый въезд через мостик и очень много пространства, и действительно ты попадаешь туда и понимаешь, что все продумано и доступно. Second is flexible, that the design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. Второй принцип универсального дизайна – это гибкость, и он подразумевает, что дизайн учитывает самые разные предпочтения и возможности людей. So on the left here, we have an example of flexibility in use. There's a computer that's accessible to all. You can move chairs out of the way, you can group chairs together, and the computer is operated with a joystick. Вот слева на фотографии приведем как раз такой пример гибкого пространства в образовательном центре одного музея. Компьютер управляется при помощи джойстика, вся мебель вокруг переносная, то есть можно поставить один стул, можно сесть рядом втроем. Second image on the right is of a merry-go-round in the States in a park. And what's very nice about this is that it has varying animals. So instead of just riding on a pony, I don't know if you have this here, it has a little boat that people can sit in. So if you don't have upper body strength to hold on to, you can sit in the boat. There's a seal that you can lean back in so you don't have to sit forward. And Willa had worked on this with a number of user experts in Boston, trying to create these animals that would work for everybody. А справа показана фотография карусели, детского аттракциона в одном из парков, над которым работала Уилла вместе с командой пользователей и экспертов с самыми разными нарушениями. И на этой карусели есть не только традиционные лошадки, на которые ты можешь залезть, но нужно уметь хорошо держаться, хорошо держать равновесие, но есть и лодочки с какими-то сказочными существами, есть фигуры морских котиков с вытянутыми хвостами, где можно вот облокотиться на этот хвост. То есть там очень продуманные различные фигуры животных, которые подходят для самых разных категорий детей, и тем самым делают эту карусель доступной не только тем, кто умеет хорошо сидеть в седле. Number 3, simple, intuitive use. The use of design is easy to understand, regardless of the user's experience, knowledge, language skills, or current concentration level. Третий принцип – это простота использования, интуитивность использования. Хороший дизайн должен быть интуитивно понятный. Хороший дизайн должен быть понятен, даже если вы не знаете языка той страны, в которую вы попали. Хороший дизайн понятен вне зависимости от знаний, уровня знаний и опыта пользователей, которые им пользуются. So 2 examples of intuitive use. One would be this 3-dimensional map at our Getty's Museum in California. И вот примеры такого интуитивного использования. Первый – это трехмерная модель музея Гетти в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. And this has braille on it, as well as being able to give directional signals throughout the buildings. And also, it's good for individuals who aren't blind, so they can get a gauge of how big the buildings are and where they're located. И эта карта создана не только для людей, кто не видит, хотя на ней есть и продублированная информация на языке Брайля, кроме того, выпуклые значки по навигации, то есть человек может ориентироваться, куда он может пойти, но также эта карта вообще, в принципе, для всех полезна, ее можно пощупать, потрогать, понять, как построены здания, где ты находишься и так далее. And then the image on the left is of a children's museum in Charlotte, North Carolina, and it shows interaction without the need for special directions, something that kids can just pick up on and learn with and play with. А на другой фотографии показано интуитивное взаимодействие детей с одним из механических экспонатов в центре Discovery в штате Северная Каролина.
Как вы видите, нет ни взрослых, которые бы их направляли, подсказывали, что нажать, что вообще с этим экспонатом делать. То есть дети, подходя к нему, интуитивно понимают, для чего он предназначен и как они вообще могут им пользоваться. Number 4 is perceptible information, that the design communicates necessary information effectively to the user, regardless of the conditions or the user's abilities. Четвертый принцип – это хорошо воспринимаемая, заметная информация, то есть дизайн должен очень правильно доносить необходимую информацию, чтобы человек мог ее получить независимо от своих сенсорных или иных возможностей. So examples here at the top are of braille signage, as well as written in English and French. Вот здесь самая верхняя левая фотография показывает нам подписи в музее, которые выполнены на английском, французском и на языке Брайля. And having the ability to have tactile objects, so for somebody who's blind or low vision to actually feel, and also folks who aren't to get a sense of the weight and the material used. На другой фотографии показан Национальный музей в Колумбии, где часть объектов выставлена так, что их можно трогать, и это помогает не только людям, которые не видят, но и просто тем, кому интересно, например, познакомиться с материалом, из которого сделан этот объект. The image at the bottom is of a video, and it's got captioning, it's spoken, as well as interpreted in ASL, and it's available not only when you're in the museum, but also online on a website. А внизу приведен пример видео из одного музея, которое доступно не только внутри самого музея, когда ты ходишь по экспозиции, но и на веб-сайте музея. Это аудио, озвученное видео, но при этом оно дублировано и на языке жестов, и при помощи субтитров. Then talking about wayfinding and being intuitive and easy to get around a museum, thinking of your signage, the one on the left is much easier to read than the one on the right. И когда мы говорим про музеи или любое другое учреждение с большой территорией, очень важно думать о знаках и о направлении движения. И вот здесь показано слева пример навигации, который гораздо более понятен, чем справа, когда стрелочки в разные стороны и очень легко запутаться. 5 is tolerance for error. Пятый принцип универсального дизайна – это устойчивость к ошибкам. That design minimizes the hazards and adverse consequences of accidental or unintended actions. Он подразумевает, что дизайн должен сводить к минимуму возможность возникновения каких-то опасных или неприятных последствий из-за случайных или ненамеренных действий пользователя. The image on the left is an all-glass wall. The doors are glass. And what the museum did was they added their logo decal across it, hoping that people wouldn't bump into the glass or think the doors were open. Например, слева приведен вариант музея, у которого и стены, и двери все выполнены из стекла. И для того, чтобы люди не налетали на это стекло и не думали, что вот дверь в этой стороне, а не в той, они нанесли на ту часть, которая не является дверью, свой логотип и такую вытравленную полосу матового цвета. And the middle one is at the Metropolitan Museum of Art, New York. And they added lights underneath their railing of very steep steps to assist people up and down. А посередине фотография показывает музей Метрополитена в Нью-Йорке, где было добавлено освещение под перилами на такой очень большой крутой лестнице. Оно помогает видеть, собственно, где можно держаться, видеть начало ступенек, особенно в темное время суток, облегчает подъем и спуск. And on the right, having covered walkways to protect from inclement weather. А самая крайняя фотография справа – это в Японии крытые переходы на вокзале, которые позволяют людям идти спокойно, даже если идет дождь, или прятаться в тени, если слишком солнечный день. And low physical effort, that the design can be used efficiently and comfortable by a wide range of users.
Шестой принцип подразумевает приложение небольших физических усилий, то есть пространство, дизайн должен быть таким, чтобы он использовался эффективно и удобно с минимальным затратом физических сил. So the top left picture is of the Museum of Fine Arts in Boston. And when you go on tours, or even if you're just visiting, you can pick up little stools that you can carry around and rest without having to worry about finding a seat in the museum. Верхняя левая фотография – это пример Музея изобразительных искусств в Бостоне, где людям предлагается в самом начале экскурсии взять с собой небольшой переносной стульчик. И в случае, если они устали, им не нужно ходить и искать, где же присесть, они могут его разложить и сесть, где им удобно. On the bottom, it's when you do have seating in the museum, which there should be certainly plenty of, that you also have the option for people to sit and have armrests so that you can actually push yourself out of the chair. So it's not always just straight benches. You have different kind of seating for a range of people. Внизу хороший пример того, что сидения в музее, в залах музея должны быть продуманными. Это должны быть не только плоские скамейки, но и, например, вот такие кресла с подлокотниками, потому что не всегда людям пожилого возраста легко встать без опоры с плоской скамьи. And up top is a display case that pulls out its drawers that very easily slide out, and in each drawer it's lighted, and it makes it very easy to see no matter who's viewing it. Посередине вверху изображены выдвижные ящики с экспонатами музея, с подсветкой. Они очень удобны, потому что они легко выдвигаются, при этом очень хорошо видно, что расположено внутри. Это грамотно подсвечивается, и совершенно неважно, какого роста посетитель, то есть он может совершенно спокойно увидеть то, что предлагает музей. If you have a large area or large space to get around in multiple buildings, it's would be nice to have a way to move people around for those who can't walk long distances. А если мы говорим с вами про музеи-усадьбы или про музеи с большими территориями, открытыми, очень важно продумать какой-то способ передвижения по ним автоматически для тех людей, которые не могут много ходить. The final is number 7, size and space for approach and use. И, наконец, седьмой, последний принцип – это размер и пространство. And that's that appropriate size and space is provided regardless of the user's body size, posture, or mobility. И он подразумевает, что пространство подходит для людей вне зависимости от размеров их тела, от той позы, которую они могут или не могут принять, и от их вообще способности передвижения. The two images on the left are of Harvard University in Boston, and there's a lot of historic buildings, and they've managed to find ways to incorporate ramps so they're not just blatantly attached to the outside of the buildings, but that they incorporate a courtyard or a seated area, as well as slowly and very gradually regrading an area to take care of 1 or 2 steps. С левой стороны вверху и внизу показаны фотографии Гарвардского университета. И это очень хороший пример того, как они не просто добавили пандус, но использовали его как элемент дизайна внутреннего дворика. А вот на нижней фотографии показано, как был выровнен уровень 2 ступенек, и как бы вход получился такой вообще без гладкий, без перепада. Oh, and the ones on the right are of the reception desks at 2 museums, one in Taiwan and one in Paris, that show welcoming environment. So it's not all raised countertops, you actually have a low area, it's well marked and inviting. С правой стороны показаны хорошие примеры информационных стоек, один из Тайваня, другой из Франции, которые правильно организованы, имеют пониженный уровень, на которых правильно расставлены знаки, и тем самым они как бы вот демонстрируют дружелюбность этого места к самым разным пользователям. Besides our laws and guidelines,
there are other global policies out there that are responsive to new patterns in the role of design. Помимо тех нормативов и стандартов, которые есть в законодательстве США, существуют и различные мировые практики, которые относятся к новым моделям дизайна и роли дизайна. For one, the World Health Organization redefined disability in 2001 to be that functional limitation as a universal human experience. Например, Всемирная организация здравоохранения в 2001 году пересмотрела свое определение инвалидности, ограничений возможностей, и считается, что это состояние, которое может переживать в жизни в определенный момент каждый человек. It equalized mental and physical reasons for limitations. Также в этом определении приравнены ментальные и физические причины ограничений возможностей. Redefined disability in 2001 and recommended universal design as the most promising framework for identifying the facilitators that would minimize disability and support independence. Именно благодаря вот такому новому определению ограничений возможностей после 2001 года Всемирная организация здравоохранения рекомендует использование универсального дизайна как самый лучший фундамент для обеспечения потребностей широкого спектра населения. Madrid also has a program on aging, the International Plan of Action. Также есть мадридский международный план действий по проблемам старения. UN has a subcommittee in ABLE. В ООН есть отдельный комитет по правам людей с инвалидностью, называется Enable. And India created its own set of principles, incorporating two of the US, usable and equitable, and adding cultural, economic, and aesthetic. В Индии были разработаны свои принципы универсального дизайна, два из которых перекликаются с принципами, используемыми в США, но они еще добавили культурные, экономические и эстетические, помимо равноправия и универсальности. Now are some examples of what we found that works, and this began as a project for the National Endowment for the Arts to find examples of museums that were universally designed. И нам бы хотелось показать некоторые примеры того, что хорошо в использовании. Вся эта работа началась с поиска музеев с грамотно продуманным доступным пространством. And when we started it, we thought we'd find a couple dozen museums in the United States that would be 100% accessible. Когда мы начали этот проект, мы были уверены, что мы найдем как минимум несколько десятков музеев в США, которые будут примерами вот на 100% идеального универсального дизайна. And as it turned out, we couldn't find any. Но в итоге мы не нашли ни одного. So even with all our laws and regulations and universal design principles, даже при том, что в США такое большое внимание этому уделяется и так много прописано всего в законодательстве и в различных стандартах и нормативах по доступности универсального дизайна. But what we did find were wonderful examples, small examples at a large variety of museums that offered either beautiful entrances or specific things within the museum that really worked for everybody. Но, к счастью, нам удалось найти какие-то единичные примеры внутри разных музеев. Где-то был очень удачно сделан вход, где-то были удачно выполнены элементы навигации внутри музея. То есть мы собрали вот такую коллекцию работающих решений именно из разных мест. And I'm going to start with the physical environment, and I'm going to run through these quickly because I know I'm going to be short on time, but when you get the presentation, there's actually some detailed description that you'll be able to get back to. Я сейчас буду достаточно кратко про каждый слайд говорить, потому что я знаю, что у нас не так много времени,
Но потом, когда вы скачаете презентацию, там есть описание каждого слайда, то есть вы сможете более подробно посмотреть эту информацию. Начнем мы с организации физического пространства. So the first is a Worcester Art Museum, and it's an older building, and they do have a ramp on the other side of the building. It's not very attractive, but they wanted to do something else more artful and create it on the opposite side, which is a lower income or middle income area, and sort of enhance that area and make it more welcoming culturally to the people who lived in the neighborhood. И первый пример из музея искусств в городе Уорчестер. У них старинное здание, с другой стороны которого уже есть, может быть, не самый привлекательный пандус, то есть, в принципе, доступность у них была обеспечена, но они решили, что с этой стороны здания им тоже нужно добавить пандус, причем сделать его таким арт-объектом. Эта сторона выходит на район низкого и среднего достатка, и таким образом им хотелось сделать свое учреждение привлекательным для людей и вот этой категории тоже. This is the Yiddish Book Center in Massachusetts. It has a sloped walkway that brings you over a bridge and a small stream with a large double entry door. Это вход в еврейский книжный центр в штате Массачусетс. Как вы видите, он такой абсолютно без спусков и подъемов, ровный, через мостик, через ручеек, и дальше там двойные открывающиеся двери. And the bridge and the stream were created to create the experience of a transition in space and time. И на самом деле они искусственно создали вот этот ручей и специально перекинули через него мостик, то есть им хотелось как-то выделить это пространство и показать, что вот ты переходишь в какое-то другое место и даже, может быть, во времени тем самым перемещаешься. This example was used before, but as a whole, it's a castle of Dukes of Brittany in France. And it's a 15th century castle that they did some renovation to, some major renovation to, and instead of trying to incorporate and hide an accessible entrance, they celebrated it by adding on the exterior wall, a beautiful elevator, and highlighted it within the space. Это замок герцогов бретонских во Франции, это замок 15 века, и его очень сильно модернизировали для того, чтобы сделать доступным, но вместо того, чтобы прятать эти элементы доступности, вот, например, справа красным выделен лифт, лифтовая кабина, лифтовая шахта, которая была вынесена на внешнюю стену, то есть они показывают, что, в общем, эти элементы тоже могут быть произведениями искусства, и прятать их совершенно не обязательно. They also added very slightly raised lights that lead visitors to the cloakroom and to the bathrooms. А посередине на фотографии показано, как была сделана навигация для людей с проблемами зрения. В пол были встроены небольшие лампочки, они немножко подняты по уровню, и вот таким образом выстроены световые дорожки к гардеробу, к туалетам. The next is also a historic building, the Whitney Museum, and this was a very hard redesign because we had to work with the Preservation Committee. In the U.S., you have preservation organizations for each city, and they don't allow you to do many changes, and they have to approve all the changes to historic properties. Это был очень сложный проект Музея американского искусства Уитни в Нью-Йорке, потому что это историческое тоже здание, и нам приходилось тесно сотрудничать с комитетом по сохранению исторических ценностей. В США в каждом городе есть такой комитет, и в случае реновации исторических зданий любые действия должны быть с ними согласованы. So what we did was create a very gently sloped ramp that has edge protection if you're a cane user, but it also gives you the ability to take a step down and not use the ramp. И поэтому здесь пандус был таким очень незаметным, встроен, со специальным ограничением по краям для людей, которые пользуются тростью, и при этом была оставлена одна ступенька, чтобы можно было подняться и без пандуса. And of course, this is useful for individuals with disabilities, but it also works
well for folks who are delivering packages. We found out they happen to like it a lot, as well as baby strollers and carriages. И несмотря на то, что эта модификация была выполнена для учета потребностей людей с инвалидностью, она пригодилась всем, как мы выяснили, те, кто доставляет различные габаритные вещи в этот музей, с удовольствием пользуются и везут их на тележке по пандусу. И когда приходят мамы с детьми на колясках, это тоже очень удобно. And the Sydney Opera House, at the time it was created 40 years ago, accessibility really wasn't thought about, so it was very inaccessible. And over the past decade, they've been doing major renovation to it, including parking. Здание Сиднейской оперы было построено 40 лет назад, и тогда про доступность как-то вообще никто не думал, поэтому последние 10 лет они проводят очень активную модернизацию здания. Первый вопрос, который им пришлось решить, это вопрос с парковкой. So parking is linked paths of travel that links it all together, the restaurants, the theaters, the parking. They've added new elevators and escalators. Им пришлось достроить новые лифты и эскалаторы для того, чтобы соединить зону парковки с основными зонами здания. And they've also modified the interior of the theaters to remove seatings, to ramp areas, to allow for wheelchairs as well as companion seating. И также они провели модернизацию внутреннего пространства, убрали часть сидений, сделали покатый заезд, чтобы люди, например, на колясках могли тоже попасть в оперу и сидеть рядом со своими друзьями. And all of these changes, they are all also available on the website, and they're enhancing the website to portray all everything that they've done, the construction that's going on, as well as all the ways you need to get around, the floor plans and maps. И кроме того, они отображают все модификации, которые проводят на своем веб-сайте. Там пишется, какие были проведены реновации, есть новые карты, есть понятное описание, как куда можно попасть. Another museum, which I mentioned before, the Valley Museum in Florida, is a seamless environment. Другой пример, такое ровное, бесшовное пространство, это музей Дали в Санкт-Петербурге во Флориде, который я уже упоминала. And it's completely seamless. You can actually traverse the entire museum around it without ever having to take a step. И это абсолютно ровное пространство, и можно по всей территории музея пройти, и не придется даже на одну ступенечку нигде подняться. And when they created this museum, they worked with a disability community within the city, so they got buy-in on this. So it was really designed with a lot of thought. Это новый музей, и когда его создавали, то работали совместно с местной общиной людей с инвалидностью именно для того, чтобы весь дизайн был изначально очень продуман. And the Skirball Noah's Ark exhibit, the mission of this museum is to provide a safe and welcoming gathering space that connects people to their community. It's built with ramps, it engages children, and it allows parents and children to play together. Есть такой центр Скербола, у них есть экспозиция под названием «Ноев ковчег». Это пространство было задумано как пространство для проведения встреч, мероприятий. Оно оснащено пандусами и всем необходимым для доступности. У них есть прекрасные интерактивные программы для детей, тем самым они позволяют и детям, и взрослым взаимодействовать на одном пространстве. The next examples speak to the information environment. Следующие примеры мне бы хотелось привести про проектирование информационного пространства. The websites are very important in the U.S. Some of our laws speak to them. They have to be accessible. По законам США сайты в интернете тоже должны быть доступными. And it's also
in many cases, the first place people go before visiting museums. Очень часто именно на сайт сначала заходят люди перед тем, как они вообще попадают в сам музей. They come for trip planning, information on exhibits, as well as content of what's at the museum. И людям интересно посмотреть не только, как проехать и как добраться, но и что предлагает музей, какие выставки и какое вообще содержание у его экспозиции. So design of these is very important. Using the right colors, the right font choices, the right spacing between lines makes it more cognitively intuitive. И очень важно, чтобы использование веб-сайтов было когнитивно интуитивным и понятным. И здесь важны такие вещи, как размер шрифта, выделение цветом правильное, достаточный отступ между словами или между строчками. It's also very important to easily find where this accessibility information is. И также должно быть легко понятно, где найти информацию по доступности данного учреждения. So on this Science Museum website, you can actually always access it across the top. И вот на приведенном скриншоте Музея науки из Англии мы видим, что вверху выделено как раз красным раздел меню по доступности, который все время отображается на экране, какой бы раздел музея вы не смотрели, то есть в любой момент на него можно кликнуть и получить всю информацию именно по вопросам доступности этого музея. Or by going to plan your visit, where it gives you information on parking, the floor plans. И здесь есть информация о паркинге и о планах этажей. The Tate Museum has a very interesting area, and what it attempts to do is to describe paintings. Since they're not tactile and you can't feel them, it goes through describing the artist, the medium of the painting, as well as describing what's in the painting. И очень интересный проект у музея Тейт из Лондона. Они добавили описание картин, поскольку картины не тактильны, их нельзя пощупать, их нельзя потрогать, то они добавили описание картин, которые включают в себя описание, какие материалы использованы в написании картины, что на ней изображено, очень детализированно и подробно. It can work within your museum visit, or it can work just when you visit the website. И это описание доступно и в самом музее для приходящих туда, для каждой картины, и на сайте музея, в случае, если человек хочет удаленно ознакомиться. In the Rubin Museum of Art, which I mentioned before, it offers these videos. It also has an excellent accessibility page where you can find things out, based on your disability. The information you need if you're blind, the information you need if you use a wheelchair. Про музей искусств Рубина я уже говорила, про их хорошие видео с разным дубляжом. Также у них очень удачная страничка про различные доступные для людей с разными ограничениями возможностей варианты. Если вы плохо видите или если вы используете инвалидное кресло, вы можете найти информацию, которая нужна именно вам. And the next one is, again, which was mentioned before, the Castle of Dukes of Brittany. And this has an excellent information system in that they created their own graphic for accessibility that guides you through the accessibility path. You see it where the accessible bathroom is. It's got the little lighted floor plan to guide you. Еще раз примеры из уже упоминавшегося замка герцогов бретонских во Франции. Они разработали свой собственный знак для обозначения людей с ограничением возможностей, который коррелирует с их дизайном общим, и используют по всему замку этот знак для того, чтобы обозначить доступные пути подъезда или доступные туалеты, а также на нижней фотографии показана снова направляющая дорожка из приподнятых лампочек. And this is one of our parks, Castle Williams. It's a castle and fort. And it has multi-sensory displays. Это замок Уильямса в Нью-Йорке. Это своеобразный форт, и они сделали
очень хорошую сенсорную экспозицию. Including tactile models, large graphic text and panels that are easy to read, braille text, and a portable audio tour. Здесь есть тактильные экспонаты, здесь есть дублирование надписи на языке Брайля, здесь есть выдвижные панели, здесь есть текст с увеличенным шрифтом, различные сенсорные элементы, и вот возможность, например, смотреть телескопы на разных уровнях. There's also a hand crank that can power audio segments on one of the exhibits. И также есть аудиосопровождение по ряду экспозиций. This is the Kabuzika Theater in Tokyo, and it has a captioning guide that audiences can use that captions the theater that's going on. А вот пример из театра в Токио, где предлагаются планшеты, на которых можно посмотреть или информацию о сюжете оперы или постановки, или можно увидеть слова песен. It explains the stories and also shows the dialogue and lyrics. Он показывает диалоги между актерами на сцене или слова исполняемых композиций. The other is one of our parks and trail systems, and this has a whole lot of features. It has clear, bold typography on the signage on angles for easier reading. Это пример парка, у которого очень грамотно расположены таблички, на них есть выделенный шрифт. Some of the signs actually describe the scenic vistas for low vision audiences. На некоторых табличках есть подробное описание, собственно, самого пейзажа вокруг для людей, которые не могут его увидеть. Accessible trails include tactile sculpture opportunities. Там все дорожки тоже продуманы, доступны, и где-то есть тактильные скульптуры. And road guides are placed where possible for low vision users to navigate their way through independently. И там, где это было возможно, вдоль дорожек протянуты такие толстые канаты для навигации людей с плохим зрением. National History Museum in England. It has beautiful exhibits that are very well lit underneath lighting as well as top lighting with the materials on a slanted angle. Это музей в Англии, где очень правильно выставленное освещение, экспонаты подсвечиваются не только сверху, но и изнутри боксов, и они расположены не горизонтально или вертикально, но на угловой поверхности для лучшего угла обзора. They also offer tactile objects and label them very clearly. The top image says, "Please touch," so people know that they can actually pick that up and touch it. И в экспозиции представлено много тактильных объектов и очень понятное обозначение, что это можно трогать. То есть вот на верхней фотографии подпись под экспонатом гласит: "Пожалуйста, потрогайте меня". То есть очень понятно людям, что действительно можно брать в руки и ощупывать. Next is a tactile talking model of Berlin. And this model contains tactile sensors. Следующий пример — это говорящая тактильная карта Берлина, и на ней есть определенные сенсоры. And these sensors, they provide further information, and they do this through a means of radio frequency, allowing blind users to listen to their smartphones or for the information to be read on your smartphone. И благодаря этим сенсорам можно при помощи смартфона считать информацию. Для слепых людей есть аудиоформат, или для людей плохо слышащих есть текстовый формат этой информации. This is an aquarium in North Carolina that provides a lot of tactile opportunities to touch the fish and feel what they actually feel like, what their skin is like, their gills. А это акватория в Северной Каролине, где есть модели
различных рыб, которые можно щупать, и тем самым понимать вообще, как эта рыба выглядит. This is a small historic home in Gabriela in Maryland, and they provide a very rich tactile experience. And all of their staff are trained to provide audio description, so you don't have to wait for a specific person who's been trained. Everyone there can offer the tour. Это выставка, историческая выставка в штате Мэриленд, в которой очень много тактильных экспонатов. И кроме того, весь персонал этого музея обучен, как правильно озвучивать, да, истории про различные представленные экспонаты. То есть не нужно ждать, чтобы подошел какой-то один человек, который может вам помочь. Обратившись к любому сотруднику музея, вы получите помощь. And we have many of these small homes in the U.S. that are historic properties, often by old presidents or famous individuals, and to make them accessible would really change the integrity of the home. So you can add a ramp seamlessly, beautifully, but to get individuals up to the second floor is very difficult. В США очень часто делают музеи из домов каких-то известных людей или политиков, и здесь сложность возникает в том, чтобы обеспечить доступ на второй этаж. То есть на первый этаж можно достаточно легко и красиво проделать какой-то пандус, с доступом на второй этаж бывают сложности. So what we've done is create videos of upstairs or rooms downstairs that you can't get into, and they offer them in an accessible area so that people can still understand what goes on upstairs and what the environment is like. Поэтому в таких домах-музеев, где невозможно было обеспечить доступ на второй этаж, были сняты видео по интерьерам второго этажа. И на первом этаже, в тех доступных пространствах, которые есть, эти видео демонстрируются, так что люди могут, удобно расположившись, их посмотреть и, в общем, тем самым все равно ознакомиться с полной экспозицией. This is the 90 Decibel project from Budapest in Hungary, and this is a unique smartphone and tablet app that's made especially for people who are deaf. Это очень хороший проект 90 дБ, который был реализован в Будапеште, в Венгрии. Он был создан для глухих людей и предполагает использование приложения для смартфонов и планшетов. They offer sign language guided tours of museums and of open spaced areas. А также у них есть экскурсионные туры на языке жестов по экспозиции музея и по прилегающей территории. In programs, we try to make integrated environments in the U.S. It's sort of the core of our regulations. So these programs are ones that integrate the widest number of users. Когда мы говорим про специальные программы, которые реализуются в США, нужно не забывать, что основная их задача быть интеграционными и учитывать потребности самых разных пользователей. So the American Repertory Theater at Harvard University started a program for the blind and low vision patrons, that they could touch and feel the costumes and go behind stage. Например, в Американском театре Гарвардского университета в штате Массачусетс есть специальная программа для людей с ограничениями по зрению. Они могут пощупать все костюмы, аксессуары, и у них есть специальные экскурсии за кулисы. But it became so popular that now it's open to everybody. И эта программа стала такой популярной, что сейчас на нее приходят люди не только с проблемами со зрением, но и вообще все. At the Courier Art Museum, a program was created for families and young adults that they could paint and copy paintings and interact with the art that way.
And this too became so popular that they had to open the program for everybody. Другой пример музея искусств. В их программе они создали специальную семейную программу и такую программу арт-терапии для взрослых людей, где можно было рисовать вот, с представленных в музее объектов, как бы копии делать. И опять же, эта программа стала столь популярной, что сейчас она доступна абсолютно любому желающему. And I'm going to stop here, so I give you some time for questions, but you can see there's a few more slides and some earlier slides that you can see when you download the presentation. И вот на этом я, наверное, остановлюсь, для того, чтобы у нас осталось время на ваши вопросы. Но когда вы скачаете презентацию, вы можете досмотреть оставшиеся слайды и те слайды в начале, которые мы сегодня пропустили. Итак, у нас уже много вопросов. Я тогда буду зачитывать, да, вопрос. И наши эксперты постараются ответить. Вопросы из Екатеринбурга. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то специальная пиктограмма, обозначающая вход для людей с установленными кардиостимуляторами, означающая, что на этом входе нет электромагнитных полей? The question from Yekaterinburg, do you have any special pictogram that shows the entrance to the place without electromagnetic fields for people with installed cardiostimulators? Продолжение, да? Столкнулась с тем, что посетители с кардиостимуляторами не могут посещать продуктовые магазины, так как все кассовые выходы оборудованы магнитными рамками в целях борьбы с воровством. Because I faced with the problem that people with installed inbuilt in the body cardiostimulators cannot use grocery stores because they all have these magnetic frames in the exit to prevent the so you don't steal things, right? So that you don't steal. Yeah. So do you have any sign that shows that here there is no magnetic field and you can pass in case you have a cardiostimulator? Gosh, that's the first time I've gotten that question, but it's a good one, and I can't say that I have ever seen any or that we have any, although I, can certainly go back and ask my colleagues what they have and share it with Perspectiva. Вы знаете, я первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Я сама никогда не видела никаких специальных знаков и обозначений по этому вопросу, но я обязательно по возвращению уточню, может быть, кто-то из наших коллег в Институте дизайна с этим сталкивался. Если вдруг найду какую-нибудь информацию, обязательно передам ее в Перспективу. Следующий вопрос из Самары. С помощью каких программ незрячие люди прослушивают сайты? Next question from Samara City. With the help of what programs or applications blind people go through the websites, listen to the websites? I'm actually going to pass that over to Willa. This is sort of in her field. She works with a lot of user experts reviewing websites. Я передам этот вопрос Уилле, потому что она работает как раз с пользователями-экспертами по вопросам доступности веб-сайтов. I know when I'm doing reviews of websites for cultural venues, we always bring in users that use screen reading devices such as JAWS. У нас есть пользователи-эксперты, которые пользуются программой JAWS на смартфонах, на специальных устройствах, считывающих коды. And that is a program that'll go through your website and read everything on the screen out loud to the user. И эта программа считывает весь текст, который открыт на экране. Also, I tend to work with user experts that use things like zoom text, so it'll zoom in on sort of parts of the screen and they'll navigate that way. Также люди с проблемным зрением используют увеличение шрифта, увеличение текста, которое позволяет увеличить определенную часть изображения на экране и дальше уже передвигать как бы тот увеличенный кусок. And that's for users with low vision. Ну, это, конечно, для тех, кто просто видит плохо.
In terms of mobility, I also work with a lot of users that are surfing the web strictly with keyboards, so tabbing through websites instead of using a mouse. Также, если мы говорим про физические ограничения, то часто люди используют клавиатуру, а не мышку для того, чтобы через по разделам веб-сайта пройти. And I mean, in terms of sort of like trying it out on yourself or by yourself, I know there are some, if you have Apple devices, there is VoiceOver and there is software built into those computers that you can sort of try and navigate the website as if it's reading out loud everything to you. Если вы пользуетесь устройствами продукции Microsoft, Macintosh, Apple, да, то у них есть встроенная функция чтения с экрана, озвучивания текста, и вот она помогает тоже при навигации на сайте. And I know at least it's offered in the States. I'm not sure what would be available in Russia, but there are some free software that you can download that sort of simulate JAWS. But it's also just sort of a good test if you can tab through your website and it makes sense, just to get a beginning of an understanding. И вообще в Америке достаточно много программ, программного обеспечения, вот, перекликающегося по своему функционалу с программой JAWS, которая предлагает навигацию по сайтам или озвучивание каких-то, может быть, частей сайта. Yeah, I mean, there's also wave.org, which is a website that you can enter in the URL of the site you want to test, and it'll bring up where the website is not going to be accessible. But again, I want to amplify that these are basic tools, the beginning of maybe understanding, but really you need to go to your users. So it's best to find someone who uses, you know, these like screen reader to go through your website to tell you whether it's working or not. Есть сайт wave.org, который позволяет оценить доступность того или иного сайта, то есть это тоже программа, которая вот, может любой веб-сайт оценить, есть ли у него доступны вообще какие-то разделы, но это все такие как бы основные какие-то вещи, то есть в первую очередь это, наверное, да, считывание с экрана, и необходимо вот, наверное, обратиться к тем, кто пользуется такими программами, чтобы они смогли ответить, что это. I'm wondering if the presentation that my colleague did, Lise Capet, on web accessibility, if it's maybe still available on the Prospectiva site, that would be a good place to go and look to learn more about like alt text and a little bit more detailed information than I'm giving today. И в прошлый приезд из Бостона приезжала Лиз, она именно давала презентацию по различным интернет ресурсам, да, и различным программному обеспечению, которое может помогать. И я думаю, что на сайте Перспективы до сих пор доступна ее презентация, вот лучше посмотреть там. We can also share our resources. I can send that by email to you. Some of them it has our laws and guidance, but some of the links might take you to places that speak to color contrast and things like that. И еще Габриела пришлет список ссылок, которые они используют. Ну, там надо будет смотреть, что как вообще для нас работает, что нет. Там очень много информации на английском, но скорее всего, там тоже можно что-то подчеркнуть. Так, следующий вопрос от Марии из Риги. Насколько в вашей стране популярно использование шрифта Брайля? В некоторых европейских странах отказались от его использования в связи с тем, что лишь 5% незрячих людей его знают. Next question is from Riga. And the question is Braille's text still popular in the US? Because in Europe, they decided not to use it because only 5% of blind people knows. It's similar for us. It's certainly not as popular as it once was. I've been at the Institute for 20 plus years, and when I started, every single publication we had was Braille. And now we do not Braille any of our publications. We
send them accessible PDF files so that they can be read by JAWS. And we still do and recommend Braille for exhibits if it's possible, and it's a reasonable option to do, because there's many people who are seniors who are still attending the museum, who are older, who read Braille. But the younger generation certainly relies far more on technology. У нас тоже такая есть тенденция в США, потому что подрастающее поколение больше уже на «ты» с технологиями, и вот в свое время, когда я только начинала работать, около 20 лет назад, мы все наши публикации в институте дублировали на языке Брайля. Сейчас мы этого не делаем, сейчас мы делаем только дубляж на формате PDF, доступный для зачитывания вот при помощи программного обеспечения, которое Уилла упоминала, JAWS. То есть, но при этом язык Брайля до сих пор используется в подписи экспонатов в различных музеях, именно потому что в музей часто приходят люди пожилого возраста, и люди с проблемами зрения пожилого возраста все-таки более привычны к использованию языка Брайля, чем молодежь. Молодежь, конечно, уже в основном пользуется технологиями. Прям в дополнение к этому вопросу, пользуются ли незрячие люди смартфонами для считывания QR-кодов, и какие именно сенсорные элементы используются для чтения тактильных карт? And the question from the same field, do young people use smartphones to read the QR codes? And какие что сенсорные элементы используются для чтения тактильных карт? And what sensor elements are used to read the tactile maps? I could get more information on that. I have more detailed information on those projects that I could send. У меня есть более детализированная информация по таким проектам. Я ее, наверное, дополнительно пришлю потом в перспективу. And I know I've worked rather extensively with youth with different types of disabilities in terms of reviewing cultural institutions. And I can say some people I've encountered are more than happy to use their smartphones, whereas others would prefer to have the option of using their own or a device owned by the museum because perhaps they don't want to download your particular app on their personal phone. Я из своего опыта могу добавить, что пользователи делятся на тех, кто с удовольствием пользуется своим смартфоном для считывания какой-то информации или для загрузки приложений отдельно взятых учреждений культуры. Но есть те, кто предпочитают выдаваемое устройство непосредственно в данном музее или каком-то другом месте, потому что они не хотят свой смартфон засорять всеми этими приложениями. So like ever, I mean, I would suggest offering, options to Поэтому people. для любого учреждения досугово-культурного я порекомендовала бы вот предоставлять выбор. I will send the contact information for those two projects. И Габриела пришлет тогда в перспективу, мы выложим на сайте информацию вот по проектам, связанным с этой темой. Следующий вопрос у нас от Елены из Екатеринбурга. Елена встречалась с Уиллой, и вопрос к Уилле. Next question is from Елена, from Екатеринбург. She met with you, so it's a question to you. Уилла, вы уже не первый раз в Москве, и что вы думаете по поводу установленной повсеместно желтой тактильной плитки на наших улицах? Willa, you're in Moscow not for the first time. What do you think about these tactile tiles, or yellow tiles on our streets? Gosh. I mean, I think that some tactile markers and cues are very important. The problem, though, that we've seen really around the world is lack of consistency for this information. So, sometimes you'll see tactile markers when you're coming to intersections, meaning that you're about to get into maybe a dangerous area, but then other times these same tactile markers are being used to lead you somewhere, so that can get very confusing for users. В целом, мне вообще нравится, что используются тактильные элементы, какие бы то ни было, для обозначения пространства,
Но есть проблема, которая не только в Москве, но и в принципе по всему миру возникает, это отсутствие какой-то последовательности в использовании этих элементов, потому что в какие-то моменты эта плитка обозначает пешеходный переход через дорогу, да, то есть некую опасную зону, а в других местах точно такая же плитка обозначает просто навигацию по там, по какой-то местности. То есть действительно для пользователя это не очень понятно, где именно что будет. I can remember in particular when I was visiting Fukuoka, Japan, wandering around those streets, and the tactile markers were everywhere. They were at intersections as well as supposed to be leading you into doorways of businesses. But then in an urban environment, businesses change, so all of a sudden these tactile markers are leading you into a wall. Plus, being a person who wears heels and just walks around the city, it can become quite uncomfortable if they're everywhere. So, it's in Japan. Но в Японии, вот, например, я столкнулась с этим очень ярко. У них одинаковой плиткой, вот такой тактильной, обозначенные и входы в бизнес-центры, и переходы опасные, и обозначение каких-то отгороженных пространств при помощи стены. То есть совершенно непонятно, то ли ты попал на эту плитку, сейчас ты будешь дорогу переходить, то ли ты сейчас в здание попадешь, то ли ты сейчас в стену врежешься. И кроме того, конечно, они использовали высокие такие выступы, которые для девушек на каблуках, например, будут совершенно неудобны. So again, I think there's a place for them, but consistency seems to be a problem. Поэтому в целом хорошо, что вообще такие элементы, они стали задумываться, их стали использовать, но плохо, что они абсолютно нелогичны и непоследовательны. Следующий вопрос. Какие правовые нормативы в вашей стране обязывают обустраивать среду для людей с инвалидностью? The next question is what legal requirements are in your country that oblige to adjust environment for people with disabilities? The ADA, actually the beginning of the presentation when you download it will mention our guidelines and our laws that we have to follow, not in detail, just sort of summarizing them and what they mean, but also as part of the presentation in the beginning there are 2 links to 2 publications, both very good. One is on exhibit design from the Smithsonian in Washington, D.C., and the other is on parks that speak to the guidelines and sort of break them down for cultural institutions. В начале презентации, когда вы сможете загрузить, вы посмотрите упоминание 2 основных законодательных актов, которые есть в США, и краткое описание того, что в них обозначается. И, кроме того, там есть 2 ссылки на обустройство парков и еще на ряд нормативов по устройству пространства. Но в основном это акт об правах американцев с инвалидностью, который также включает в себя отдельный раздел по регламентам обустройства среды. And our laws are pretty stringent in a sense. When I mentioned before that we couldn't find any museums that were perfect, full museums where everything was perfect. It wasn't that they weren't accessible and didn't meet sort of the baseline of what the laws required, which is really minimum. It's that they didn't meet the higher level of being fully inclusive. И вот, как я уже говорила в начале, когда мы начинали наш проект с музеями, мы не смогли найти ни одного музея, который на 100% был бы доступным. То есть это не значит, что они были недоступны. Они были доступны вот согласно каким-то нормативным актам, минимальным требованиям, да, они были доступны, но при этом они не достигали какого-то самого высокого уровня доступности и универсального дизайна. And it is taken very seriously. We had recently there was a settlement between the U.S. Department of Justice and a museum in Washington, D.C. because the museum did not meet its minimum obligations of the law. So people do complain, they go to the museums if they can't access it. They do file complaints with the Department of Justice, and sometimes, you know, it does come down, if a museum doesn't comply, it will come down to a legal settlement. И совсем недавно у нас начался судебный процесс между Департаментом юстиции США и одним из музеев,
потому что пользователи пожаловались на отсутствие должного уровня доступности этого музея. То есть в США пользователи, если они приходят в музей и они понимают, что он по определенным параметрам недоступен, они заполняют обязательно жалобу, подают ее в департамент юстиции, и очень многие такие случаи действительно доходят до судебных разбирательств. And this particular museum is actually called the Newseum, and they didn't provide enough space for wheelchairs where videos and movies were shown. They didn't provide accessible seating, as well as they didn't make all their media content fully accessible in multiple means. В случае с этим музеем разбирательство возникло из-за того, что они не предусмотрели достаточно места для передвижения на инвалидном кресле, не предусмотрели место для инвалидного кресла, возможности комфортно разместиться в залах, где предполагались какие-то видеолекции, просмотр видеоматериалов, и также все медиа информационные материалы не были доступны для широкого спектра пользователей, там, для использования различных устройств. Название этого музея было Newseum. Вот сейчас они как раз проходят через это разбирательство. Частично, да, вот Габриела ответила на вопрос, а существуют ли какие-либо штрафы, если учреждение не предоставляет и не обустроено для людей с инвалидностью? You partially maybe answered the next question. Are there any fines for the institutions and the cultural institutions if they are not accessible, they not comply with the rules? Yes, the legal settlement, it was settled, and there is financial obligations, fines, and they're given a certain period of time to remedy the problem. Обычно дается определенный период времени для решения проблемы, но при этом есть система штрафов, да, и финансового наказания за несоответствие определенным требованиям. And if you're interested, I don't know the amount or the actual details. I had scanned it some time ago, but I can send the case. I believe I can get access to the case and send it along. It'll be in English. Если есть интерес, я могу попробовать найти информацию по вот этому делу и прислать ее, но она будет на английском. Мария из Риги спрашивает, можно ли будет получить ту информацию по тактильным картам, которую пришлет Габриела. Мария, да, обязательно можно будет получить. Мы повесим эту информацию на нашем сайте. И также у нас сохранятся, да, электронные ваши адреса, и мы обязательно эту информацию разошлем. Mary from Riga asked if it's possible to get the information about tactile maps. If you send the links about tactile maps to Prospective, and they will place this information on the website. Следующий вопрос у нас из Томска. Просто мы сейчас хотим... Я зачитаю, да, вопросы, мы потом разберемся с фотографиями. Значит, наша партнерская организация «Дива» сейчас оценивает на доступность Томский областной краеведческий музей и органный зал. И здание является историческим памятником культуры. И наши коллеги, Игорь, прислали, да, фотографии. Our colleagues from Tomsk now they assess the accessibility of Tomsk State Regional Museum, and they send us pictures. They want to know your opinion. Да, тут первый вопрос, что вход в здание главный и единственный. И надо посмотреть фотографии. Ступенька у входа, нет площадки перед дверью, в тамбуре 2 ступеньки. И вот что бы наши коллеги порекомендовали. Но без фото, наверное, нам очень сложно это сделать. Do the renovations, and they have a question what you can recommend to make the accessible entrance, because it's historical building, it has 1 step, no enough space near the door for a wheelchair, and 2 steps after the door. But I don't know if we can download the picture to see it. If we without a picture, I think it's difficult. Can we do it? Can we do it later? Can we do it next week? Can we take a look at it and write some thoughts back? Давайте так, вы пришлете фотографию,
А мы перешлем ее экспертам в Бостон, они на следующей неделе уже у себя дома посмотрят и какие-то вещи напишут. And if you could send us some pictures of the exterior, an interior, and we can ask one of our architects to take a look at it with us. То есть, пожалуйста, пришлите фотографии не только главного входа, но и экстерьера, зоны перед входом, самого здания, да, и в основных каких-то элементов интерьера, и мы попросим наших архитекторов посмотреть и пришлем вам через перспективу обратно рекомендации. Владимир, тогда ждем, да, от вас фотографий и вопросов. Мы обязательно перешлем нашим экспертам, и они смогут вас проконсультировать. We make no promises, but we'll definitely look. Обещать, что найдем для вас решение, не можем, но что посмотрим, обещаем. Так, Игорь, у нас остались вопросы? Так, сейчас мы посмотрим. Ага. Спрашивают, можно ли обратиться напрямую к нашим замечательным экспертам по электронному адресу? Can they address you directly by your email? Sure. I will leave my card with you. Габриела оставит свой email через чат, наверное, да, или... Да, мы потом можем тоже I прислать. can give you my email now. Is that easier? А сейчас можем Или написать? сейчас, да, мы можем написать на I can чат. tell you. You can give Igor the card and or write it down, and he writes it in the chart. Да, Игорь сейчас. Сейчас напишем в чате email Габриелы. Email. Yeah, we can use Willis, and I can give you. Мы сейчас напишем вам email Уиллы и email Габриелы в общем чате. Конечно, можете обращаться в случае вопросов. Так, пока Игорь у нас печатает электронные адреса, еще один вопрос поступил. Если на улице установлена тактильная карта, как незрячий человек может ее найти? If on the street there is a tactile map, how a blind person can know that there is a tactile map on the street? No way. And it goes to speak to what Willa had said before, that unless there is consistency, then you always know that on the light post or someplace, if there's going to be a tactile map, it will be there. There's really no way of knowing. Но на самом деле каким-то отдельным элементом выделить только тактильную карту невозможно. То есть это как раз к вопросу о последовательности направляющих для незрячих людей в городе, про который говорила Уилла. То есть должна быть понятная система навигации, должно быть какое-то понятное обозначение. То есть, например, если это там какая-то световая или тактильная дорожка, да, то человек знает, что вот в определенных там выступах, да, может быть тактильная карта. К сожалению, если этой последовательности нет, то обозначить отдельно ее как объект непонятно как. If they're speaking of a tactile map outside of their museum or near an entrance to their museum, then you could note that on the website, so people might go to the website before they visit and would find it. Если мы говорим про тактильные карты музея, которые находятся или внутри, или снаружи музея, то информация о них должна быть на сайте музея, и тогда человек может заранее ее посмотреть, и он уже будет знать, что там будет. Also, I mean, I haven't really seen it used yet in any good way, but we're keeping our eye on this technology called e-beacon technology, where it's sensors, so if you walk by it, it'll pull up an app or something on your phone telling you that you went by something. You see potential of maybe this being used. Again, it's not there yet, but it's new and we're thinking about it. It's called e-beacon. Есть такое приложение e-beacon для телефонов, но, к сожалению, оно пока не используется вот в широком применении, но оно уже, в принципе, появилось, и определенный потенциал у этого приложения есть. Его суть в том, что оно реагирует на сенсорные сигналы от вот таких вот карт или каких-то элементов, и когда человек проходит мимо, на телефон поступает как бы сигнал сообщения, что вот он прошел мимо тактильного элемента, да, но пока это, к сожалению, не применяется. I mean, as of right now in the States, it's really only being used for
commerce. So you walk by a store and it pulls up on your phone like 20% off, you know, discount for the store as you walk by it. But it's, again, we're just keeping our eye on it to see if maybe it'll be useful in the То есть future. пока это приложение используется только для информации рекламного характера, то есть, например, в магазинах, если скидки, то человек, проходя мимо магазина, он получает информацию, что вот скидка в этом магазине такая-то, сейчас идет акция, распродажа. Но это очень хорошее приложение, и мы вот сейчас отслеживаем, как оно будет дальше развиваться, потому что у него, в принципе, есть большой потенциал. Уважаемые коллеги, мы должны заканчивать нашу видеоконференцию. We have to finish our video conference. Я хочу сказать, что сегодня у нас будет проходить семинар в выставочном зале «Манеж» для представителей музеев. Exhibition Center for the representatives of museums. И на нашем сайте «Перспектива» будет организована прямая трансляция этого семинара. And on Perspective website you will have the online translation. И вы можете подключиться и посмотреть. Семинар будет проходить с 16 до 19:00. So if you want, you can check in and watch it. Да, и вот как раз семинар будет на тему организации инклюзии в учреждениях культуры. It will also cover the topic of inclusion environment in cultural institutions. Да, давайте мы поблагодарим наших экспертов. Спасибо вам большое за ваши презентации, за ваши ответы. Игорь, что-то мне... Да, коллеги, вот Игорь мне напоминает, что завтра у нас в это же время с 11 часов состоится вторая видеоконференция с нашими партнерами из Бостона на тему пешеходной доступной инфраструктуры. Так что подключайтесь, будет очень интересно. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго, хорошего дня. Thank you for having us and hosting us, and thank you for joining us. Спасибо большое за то, что нас пригласили и за то, что нас сегодня слушали. Не все. Еще не все? А в манеже будет. Так, вопрос. А в манеже вначале будут повторять презентацию. Ну да, будет в манеже. Will you see the same presentation, use the same presentation today? I will, but there'll be the whole beginning section. Will be different, and I had a couple more images at the end, so you can look at them online or catch it later this afternoon. Там будет немного другая часть в начале, и больше будет использовано различных примеров, но опять же можно будет потом это скачать. Так что если нет возможности подключиться в 4 часа сегодня, можно будет посмотреть видео позже и обязательно скачать презентацию. Но лучше подключиться и делиться на сайте своими впечатлениями и комментариями. Хорошо, коллеги, мы прощаемся с вами до завтра. Спасибо большое за участие. Хорошего вам дня. Всего доброго. Thank you.